Глава 361. Неудача. Когда Хань Ли топнул ногой по своей лодке божественного ветра, держа в одной руке женщину в маске, Дун Сюанер преградила им путь. «Младшая боевая сестра Дун, как ты смеешь так поступать?» Хань Ли слегка вздохнул и нехотя проговорил. Ее глаза холодно сверкнули, когда она невольно взглянула на женщину в маске, которая была в объятиях Хань Ли. Дун Сюанер без выражения каких-либо эмоций на лице сказала: «Хань Ли, если ты хочешь сбежать, тебе придется пройти через меня». Мне всегда было любопытно, почему мой мастер Хунфу настаивала на том, чтобы поженить нас. Кроме того, неужели ты действительно ожидал, что я позволю тебе сбежать с культиватором в стадии формирования ядра секты маскирующейся луны? Тонкие брови Дун Сюанер сдвинулись вместе, а выражение ее лица стало мрачным. Однако Хань Ли совершенно не волновали ей слова о старой привязанности и прочей подобной чепухи. В конце концов, он использовал флаги формирования, чтобы заманить в ловушку двоих других в простую иллюзию, но это не могло задержать их надолго. Выражение лица Хань Ли изменилось, как вдруг он сказал: «В этом случае, пеняй на себя, что я беспощаден, молодая госпожа Дун». Хань Ли громко крикнул и взмахнул рукой, выпустив 2 полоски черного света и 5 полос белого света. Кроме того, перед ним тут появился панцирь из черепахи и заблокировал его фронт. Затем по обеим сторонам от него появились 4 кукольных зверя. Раскрыв свои пасти, они выстрелили толстым потоком белого света. Он действовал со всей своей силой. Он и понятия не имел о том, как можно было сражаться в полсилы. Увидев то, как Хань Ли ожесточенно нападал на нее, лицо Дун Сюанер тут же изменилось. Она стиснула зубы и, взмахнув своей безупречной рукой, призвала розовую муслиновую ткань. Ее руки стали излучать кроваво-красное свечение, которое в сочетании с ее муслиновой тканью создало огромный барьер искрящегося красного света, окруживший ее. Дун Сюаньер была убеждена, что даже если атака Хань Ли была невероятно сильной, он бы все равно не смог прорваться сквозь мощный барьер, созданный из ее ткани огненного феникса и дьявольских искусств. По мере того, как Дун Сюаньер была готова встретиться с его нападением, лодка божественного ветра Хань Ли пронеслась мимо нее, сверкая белым светом. Те инструменты, которые, казалось, были готовы атаковать ее со всей силой, также последовали за ним. Не тратя на сражение ни минуты, Хань Ли использовал свою атаку как отвлекающий маневр, чтобы сбежать как можно быстрее. Дун Сюанер никак не могла ожидать этого. Она застыла на месте, а ее лицо тут же покраснело. Пока она думала, преследовать ли ее Хань Ли, 4 кукольных зверя выстрелили в нее лучом света. Дун Сюанер пришлось ждать, когда световые лучи исчезнут, прежде чем снять свой световой барьер. Но к тому времени Хань Ли уже превратился в черную точку вдалеке и, казалось, вскоре исчезнет из виду. Естественно, Дун Сюанер не могла позволить Хань Ли скрыться. Используя свою чудесную технику передвижения, она проигнорировала 4 кукольных зверей и отправилась в погоню. Но уже спустя мгновение эта черная точка в небе вспыхнула несколько раз и бесследно исчезла. Дун Сюанер яростно прочесала окрестности, не найдя ни единого следа Хань Ли. У нее не оставалось другого выбора, кроме как отказаться от погони и вернуться назад. В этот момент Хань Ли скрылся в рыхлом кургане, чтобы отдохнуть. Желтый световой барьер покрывал Хань Ли со всех сторон, но он не чувствовал себя душно. Это было что-то невероятное. Хань Ли не думал, что этот низкоранговый талисман земной раковины может ему когда-то пригодиться. Кажется, что он держать при себе все талисманы, которыми он обладал, было правильным решением. Спустя мгновение он почувствовал, что Дун Сюанер отступила. Не покидая своего укрытия, он использовал свое духовное чутье, чтобы подтвердить отсутствие Дун Сюанер. Затем он покинул курган и быстро улетел. Много часов спустя Хань Ли оставил женщину в маске в полости большого высохшего дерева. Предыдущий хозяин дерева, огромный медведь, лежал, расчлененный снаружи пещеры. Хань Ли осторожно опустил женщину в маске на землю и с глубоким беспокойством взял ее за запястье, медленно высвободив свою духовную силу в ее кровеносные сосуды, чтобы осмотреть ее раны. Однако Хань Ли тут же пожалел о том, что совершил этот опрометчивый поступок. Как только он влив в ее тело небольшое количество духовной силы, внезапно появилась огромная притягивающая сила, которая стала высасывать духовную силу Хань Ли, словно воду из прорванной плотины. Хань Ли очень встревожился и попытался отпустить, но он обнаружил, что его руки застряли, и он не мог вырваться на свободу. Внезапно его вторая рука также была захвачена этой притягивающей силой, в результате он стал терять свою духовную энергию с удвоенной скоростью. Хань Ли был в ужасе, чувствуя каждую каплю духовной сущности, которую он культивировал с таким трудом, что насильно высасывала она.
Более того, эта сила с каждой минутой только усиливалась, в результате чего Хань Ли потерял голову от паники, не смея повторять ту же ошибку. Он попытался оттолкнуть ее ногами, но руки по-прежнему оставались в связке с этой женщиной. Хань Ли мог только беспомощно наблюдать за тем, как его уровень культивации падал со средней стадии до стадии начальной стадии заложения фундамента, а затем понизилась до стадии конденсации ци. От осознания этого его сердце обливалось кровью, но Хань Ли понял, что не может больше это терпеть. В его глазах потемнело, и он упал в обморок на тело женщины в маске. Ароматная и мягкая. Перед тем, как Хань Ли потерял сознание, в его голове промчалась похотливая мысль. Таким образом, мужчина и женщина оставались тесно связанными друг с другом в тихом дупле дерева. Но поскольку оба они были без сознания, духовная сила Хань Ли продолжала медленно и неудержимо втекать в тело женщины. Спустя какое-то время Хань Ли наконец очнулся в оцепенении. Как только он открыл свои сонные глаза, Хань Ли обнаружил, что смотрит на него привлекательный, стройный силуэт, стоящий снаружи дупла дерева. Хань Ли на мгновение взглянул на нее, прежде чем почувствовал сильную головную боль. Сдержав свой голос с большим трудом, он вспомнил, что произошло, прежде чем он потерял сознание. Он тут же использовал свое духовное чутье, чтобы исследовать свое тело. Его сердце буквально ушло в пятки от ужаса. Мало того, что его уровень культивации вернулся к стадии конденсации ци, он упал аж до 3-го уровня. Он был так ошеломлен, как будто его поразила молния. Пока Хань Ли был в растерянности, стройная женщина тихо спросила, не поворачивая головы: «Ты очнулся?» Хань Ли пришел в себя. На его лице было мрачное выражение, так что он яростно спросил: «Наньгун Ван, что случилось? Я спас тебя с добрыми намерениями, а ты поглотила мою магическую силу. Наньгун Ван, ты знаешь мою старшую сестру?» Женщина, наконец, обернулась. Она сняла капюшон, в результате чего Хань Ли смог четко увидеть ее лицо. Хань Ли был в шоке, хотя она и была очень похожа на Наньгун Ван. Ее тонкое овальное лицо вместе с ее нежными брови были совершенно незнакомы Хань Ли. «Кто ты? Как это возможно? Я ясно слышал, как культиваторы дьявола да называли тебя Небесный Наньгун. И твой голос». Хань Ли безмятежно пробормотал про себя. Но внезапно его цвет лица стал бледным и не мог заставить себя говорить дальше. Это произошло потому, что он, наконец, вспомнил ясную, но тонкую разницу между голосом этой женщины и голосом Наньгун Ван. Ее голос был более хриплым. Тогда он считал, что Наньгун Ван получила серьезные ранения, в результате чего ее голос изменился. Однако это сыграло с ним злую шутку. Мало того, что он ошибочно спас кого-то, но его духовная сущность была высосана человеком, которого он спас. Более 10 лет усердной культивации исчезли в мгновение ак. Хань Ли чувствовал как страх и уныние, в то время, как его цвет лица менялся от красного к бледному. Эта женщина-культиватор утверждала, что она была младшей сестрой Наньгун Ван, улыбнулась и сказала то, что ошеломило его: «Ты Хань Ли из долины Желтого Клена. Ты знаешь мое имя?» Хань Ли невольно вздрогнул. Но когда он увидел, что у этой женщины не было намерений убивать его, он с надеждой вспомнил о технике революции 3 сущностей и слегка успокоился. «Мы с моей старшей двоюродной сестрой так же близки, как сестры. Мы ничего не скрываем друг от друга. Она рассказала мне о том, что случилось между вами». Выражение лица женщины было равнодушным. На нем нельзя было разглядеть ни радости, ни гнева. Хань Ли потерял дар речи. «Ты знал. Когда я узнала об этом инциденте, я хотела сбежать в долину Желтого Клена и расчленить тебя на 8 частей, скормив труп собакам». Глаза женщины внезапно вспыхнули холодным светом. В ее словах была кровожадность, в результате чего лицо Хань Ли побледнело. Глава 362. Наньгун Бин. Хотя выражение лица женщины оставалось таким же милым, как обычно, ее слова были холодными, как лезвие, в результате чего сердце Хань Ли задрожало. Хань Ли глубоко вздохнул и сказал то, что несколько удивило женщину: «Ну, надеюсь, старшая в конце концов передумала. Кажется, ты не совсем бесполезен. По крайней мере, у тебя, похоже, есть мозги», — спокойно сказала женщина. «Если бы старшая по-настоящему хотел убить меня, у меня бы не было возможности открыть глаза». Хмыкнул Хань Ли. «Меня зовут Наньгун Бин. Не называй меня больше и старшей. От этого я чувствую себя старой», — гордо проговорила она. Хань Ли был ошеломлен и внутренне проговорил про себя: «Ты же культиватор стадии формирования ядра, разве это не значит, что ты старая женщина, которая только выглядит молодой?» Поскольку истинная сущность Хань Ли была поглощена ею, он, естественно, ненавидел ее.
Но так как его жизнь была в ее руках, он мог только внутренне проклинать ее. Хотя ты принял меня за мою старшую сестру и только поэтому спас меня, ты по-прежнему мой спаситель. Кроме того, я случайно поглотила твою истинную сущность, что позволило мне стабилизировать мои травмы, проговорила женщина, сидя спиной к Ханьле. Оставим это. Поскольку ты двоюродная младшая сестра Наньгун Ван, мне просто не повезло. Ханьли сморщил лоб и проговорил это таким тоном, что ему пришлось смириться с этим. Впоследствии он вытянул руки и встал. Птыщ. Ханьли увидел, как вспыхнул белый силуэт, неся за собой приятный аромат. Затем женщина смазала ему 2 тяжелых пощечины, в результате чего он снова упал на землю. Ты. Ханьли с изумлением прикрыл рукой свои пылающие от пощечин щеки и яростно уставился на Наньгун Бин. Вчера ты осмелился прикоснуться к моему телу руками без разрешения. Кроме того, ты посмел лечь. Лечь на меня, пока я была без сознания. Так что ты заслужил эти пощечины? Холодным голосом проговорила Наньгун Бин. Но когда она упомянула, что Ханьли лежал на ней, ее лицо слегка покраснело на мгновение. Ханьли не знал, что сказать. Если бы он попытался оправдать свое нарушение этикета перед женщиной-культиваторов стадии формирования ядра, он бы напросился на еще большие неприятности. Если бы он стал спорить с ней, он бы, вероятно, получил еще 2 пощечины. И теперь, когда на его щеках были ссадины, у него совершенно не было желания это сделать. Кроме того, он слабо ощущал, что причина, по которой она относилась к нему таким образом, была не из-за его вчерашних действий. Скорее всего, она пыталась подавить свой гнев за то, что произошло между ним и Наньгун Ван. Придя к такому выводу, Ханьли подавил ярость в своем сердце и безмолвно погладил свои опухшие щеки. Наньгун Бин была несколько удивлен, увидев, что Ханьли решил тактично промолчать. Она ожидала, что Ханьли будет с ней спорить о вчерашних действиях. В этом случае она планировала еще больше смутить Ханьли без каких-либо объяснений. Но теперь, когда Ханьли тактично промолчал, у нее не было никакого оправдания дальнейшим действиям. В результате ей ничего не оставалось, кроме как фыркнуть и сказать прямо: поскольку этот вопрос был решен с предыдущими пощечинами, я должна отблагодарить тебя за твою доброту. У меня есть 2 варианта. Во-первых, я могу дать тебе столько духовных камней, что ты потеряешь дар речи. Это будет плата за твою любезную помощь и потерю твоего уровня культивации. Во втором варианте, ты можешь последовать за мной к моим эвакуированным членам секты. После того, как наши 6 сект будут стабилизированы, я смогу усовершенствовать духовые таблетки и найти ученика из моей секты, с которым ты сможешь сочетаться, чтобы максимально быстро восстановить свой прежний уровень культивации. Поскольку ты потерял свою истинную сущность, твоя повторная культивация не встретит узких мест. По моим оценкам, ты сможешь восстановить свой изначальный уровень культивации менее чем за 20 лет. Естественно, я была бы счастлива отплатить тебе несколькими секретными приемами моей секты за это время. Техники нашей секты маскирующейся луны отличаются от разнообразных и дезорганизованных техник твоей секты Долины Желтого Клена. В нашей секте есть много секретных техник, которые могут превзойти все твое воображение, но их нельзя разглашать посторонним. Техника, которую я использовал для непреднамеренного поглощения твоей истинной сущности, является одной из такой техник. Гордо рассказав это, она пристально уставилась на Ханьли, ожидая его решения. Ханьли на мгновение растерялся. Между этими 2 вариантами была невероятная разница. Один из вариантов состоял в том, чтобы просто дать ему духовные камни. Между тем, второй вариант не только помог бы ему восстановить его изначальный уровень культивации, он также бы обрел партнера для культивации и узнал бы секретные техники секты маскирующейся луны. Когда Ханьли услышал это, он пришел к выводу, что эта женщина сознательно хотела, чтобы он выбрал второй вариант. Это было слишком странно. Неужели она устроила ему ловушку? Он нерешительно взглянул на Наньгун Бин и увидел нечеткое, но сложное выражение, как будто она обеспокоенно ждала его ответа. Ханьли был в смятении. Он почесал нос, а затем убрал руки. Облокотившись одной рукой в подбородок, он принялся размышлять. Ханьли молчал достаточно долгий промежуток времени, за который могла сгореть не одна ароматическая палочка. Однако Наньгун Бин уже устала ждать и спросила: «Ну что? Ты принял решение?» Ханьли поднял голову и увидел, что на ее лице было нетерпеливое выражение. Пристально взглянув на нее, он неторопливо сказал: «Я решил. Я выбираю первый вариант. Старшая должна дать мне духовные камни, тебе незачем беспокоиться обо мне. Я думаю, что сам смогу восстановить свой уровень культивации». На лице Ханьли было равнодушное выражение. Когда Наньгун Бин услышала решение Ханьли, она безучастно посмотрела на него, а затем на ее лицо появилось странное выражение.
Она взглянула в глаза Ханьли на мгновение, а затем взмахнула рукой и выбросила красную сумку. Духовные камни там. Внутри также есть несколько широко используемых материалов. Тон Наньгун-бин был мрачным и холодным. Ханьли ничего не сказал в ответ, а тут же проник своим духовным чутьем в ее сумку. Хотя он и догадывался, что там было несметное количество сокровищ, он все равно был поражен, увидев в сумке множество десятков камней со среднего ранга, а также богатый ассортимент всех видов материалов. Ханьли внезапно обрадовался и, подняв голову, с нетерпением спросил, есть ли у старшей еще какие-нибудь нефритовые пластины, которые ей не жалко. Глаза женщины сверкнули от удивления. Молча обыскав свою одежду, она передала Ханьли несколько кусочков белого нефрита к его большому удовольствию. Теперь он приобрел материалы, необходимые для восстановления транспортной формации. Ему больше ни зачем было их искать. Наньгун-бин холодно уставилась на Ханьли, прежде чем без выражения сказала что-нибудь еще. В противном случае я ухожу. Нет, не смею больше задерживать старшую. Ханьли покачал головой в ответ, стараясь выглядеть непринужденным. Наньгун-бин затем слегка отряхнулась и встала. Но прежде чем она вышла из дупла, она повернула голову и спокойно сказала, «Ханьли, не знаю, был ли твой выбор сделан из глупости или потому, что ты, наоборот, считаешь себя слишком умным». Из ее рукава вылетел нефритовый меч, а ее силуэт в ту же секунду исчез. В тот момент Ханьли лениво проговорил, «Старший, пожалуйста, передай привет Наньгун-ван». Наньгун-бин застыла на мгновение, а затем безмолвно превратилась в полоску белого света, оставив его далеко позади. Неизвестно, согласилась ли она с ним или полностью проигнорировала его. Ханьли горько рассмеялся и потер нос, а затем просто сел на землю. Он безучастно уставился на вход и задумался. Он все еще не понимал, как его культивация могла быть поглощена этой женщиной. Может быть, техника секты маскирующейся луны на самом деле была невероятно сильной. Неужели она была еще более странной, чем кровавое жертвоприношение школы черного демона? Однако Ханьли считал, что эта техника культивирования, что поглощала культивацию других людей, несомненно, имела бы множество ограничений и недостатков. В противном случае культиваторы секты маскирующейся луны уже давно бы развязали войну с остальным миром культивации. Предположение Ханьли было недалеко от правды. Это было просто совпадение, что Наньгун-бин смогла поглотить его истинную сущность. После того, как она полностью использовала свою секретную технику в предыдущем бою, ее истинная сущность сильно пострадала. Если бы ничего не случилось, ее культивация бы пришла в упадок. Хотя этого было недостаточно, чтобы заставить ее вернуться на стадию заложения фундамента, она наверняка столкнулась бы с потерей нескольких десятков лет усердной культивации. Кроме того, она считала, что когда она попала бы в руки культиваторов дьявольского Да, ее секретная техника потеряла бы свой эффект. В результате она стиснула зубы и активировала божественную способность своего искусства культивирования, искусства настоящей реинкарнации. Как только эта божественная способность была активирована, любой, кто использовал духовную силу, чтобы исследовать ее тело, подвергся бы насильственному поглощению его истинной сущностным водоворотом, сформированным внутри ее тела. Благодаря тому, что она вовремя очнулась, она смогла остановить свою технику до полного поглощения культивации Ханьли. Естественно, ограничения этой странной божественной способности были чрезвычайно требовательными. Прежде всего, она требовала, чтобы ее истинная сущность находилась в состоянии большого дефицита. Во-вторых, если бы она не поглотила чью-то истинную сущность в течение использования всей этой техники, ее истинная сущность взорвалась бы, что привело бы ее к смерти. Можно сказать, что эта техника была частично самоубийственной. Но то, что делало эту технику самой нежелательной к использованию, было то, что, даже если пользователь поглощал чью-то истинную сущность, он мог восстановить только часть своей потерянной культивации. Эта техника ничуть бы не помогла в увеличении своей собственной магической силы или культивации. Глава 363. Перемещение. Вскоре после этого Ханьли вышел из дупла засохшего дерева и улетел. На этот раз Ханьли был еще более осторожен. В течение всего своего путешествия он постоянно использовал свое духовное чутье. Услышав даже шорох травы от ветра, он тут же скрывался. В конце концов, было бы чрезвычайно опасно вступать в бой с кем-либо при его нынешнем уровне культивации. Таким образом, благодаря параноидальному уровню осторожности, Ханьли в конце концов вернулся в свою подземную пещеру, хотя это и заняло в 2 раза больше времени. Только после того, как он вошел в возобновляющуюся формацию 5 элементов, он действительно смог вздохнуть с облегчением. Кривая душа, тем временем, все еще послушно сидел в стороне от формации. Когда Ханьли увидел, что кривая душа остался в том же положении, в
в котором он его оставил, он невольно улыбнулся. Хань Ли знал, что для восстановления уровня его культивации требуется всего 3-4 года. Таким образом, он не медитировал и не стал принимать какие-либо таблетки для культивации. Вместо этого он полностью сосредоточился на восстановлении древней транспортной формации. В нынешних условиях путешествовать в страну, которая располагалась слишком далеко, было очень опасно. Он мог надеяться только на то, что после его восстановления он сможет использовать древнюю транспортную формацию. Хотя уровень культивации Хань Ли невероятно упал, это никак не отразилось на его реставрационной работе. Целая неделя работы без сна и отдыха понадобилась ему, чтобы полностью закончить восстановление. Хань Ли, будучи обычно равнодушным человеком, в этот раз почувствовал, как в его сердце появилось необъяснимое тепло, когда он посмотрел на завершенную древнюю транспортную формацию. Сейчас он был на самом важном этапе — проверить, успешно ли он починил формацию. Он должен был проверить, насколько безопасно подключена к ней другая транспортная формация. Если другой конец транспортной формации был поврежден или больше не существовал, то она, естественно, бы не сработала. В этом случае он мог только похоронить свои мысли об использовании транспортной формации и попытаться найти другой путь. Таким образом, Хань Ли осторожно разместил низкоранговые духовные камни по краям транспортной формации. Разместив последние несколько камней, Хань Ли поспешно отступил назад на несколько шагов и взглянул на формацию, затаив дыхание. Древняя формация, созданная множество лет назад, внезапно замигала желтым светом, а затем потухла. Сердце Хань Ли ушло в пятки. Может быть, древняя транспортная формация на другом конце была отключена. Это означало бы, что все, что он сделал, было пустой тратой времени. Хань Ли был полностью разочарован. Однако он не хотел так легко сдаваться. Он начал ходить кругами вокруг транспортной формации, сложив руки за спиной, время от времени что-то бормоча про себя. Внезапно он остановился и нахмурился, как будто он что-то придумал. Затем он присел на корточки и вынул низкоранговый духовный камень в центре пласта. Хань Ли внимательно осмотрел его и холодно вдохнул. Этот духовный камень полностью израсходовал свою духовную ци. Хань Ли задумался на несколько секунд и внезапно все понял. Не колеблясь ни секунды, он тут же достал несколько сверкающих духовных камней среднего ранга и заменил ими все низкоранговые камни в формации, которые он положил раньше. Если он все правильно понял, то формация не активировалась, поскольку низкоранговые духовые камни не обеспечивали достаточное количество духовной ци. После того, как он поместил последний духовный камень, транспортная формация сразу же слегка загудела, а затем из нее вырвался огромный поток духовной ци. Ослепительный желтый свет выстрелил из центра формации по всем направлениям в пещере. Даже возобновляющаяся формация 5 элементов не смогла заблокировать этот свет. Когда Хань Ли увидел это, он был ошеломлен. Но он тут же кое-что понял, в результате чего его лицо сразу же побледнело. Почти в то же время он внезапно услышал грохот за пределами пещеры. Хотя он был под защитой формации, Хань Ли почувствовал подземные толчки. На лице Хань Ли появилось напряжение, он поспешно поманил кривую душу к транспортной формации. Он не мог подавить свои сомнения. Он действительно понятия не имел, куда перенесет его эта формация. Изначально он планировал проверить, что было на другом конце, и только после того, как он убедился бы в безопасности этого места, он бы решил, что делать дальше. Но теперь, когда его обнаружили, назад пути уже не было. Пока Хань Ли колебался, снаружи вдруг послышался взрыв, в результате он испуганно поднял глаза наверх. Он увидел, что потолок пещеры была разрушена каким-то неизвестным магическим инструментом. Яркий солнечный свет тут же озарил все пространство в пещере. Большая группа культиваторов дьявольского Да парила над его головой. Все они удивились при виде Хань Ли и древней транспортной формации, которая сияла желтым светом. «Это опять ты?» Яростный раздался в толпе среди культиваторов дьявольского Да. 3 человека вылетели вперед. Среди них был человек в серебряной маске, молодой мастер секты духовного призрака Ван Чэнь. Рядом с ним стояли 2 эксцентричных культиватора, сморщенный, седовласый старик и юноша с красными губами и белыми зубами, братья Ли, которых он раньше видел в замке Яньлин. Древняя транспортная формация. Когда братья Ли увидели, откуда происходило это желтое сияние, они с приятным удивлением переглянулись между собой. Ван Чэнь тупо уставился на нее. Затем он скептически спросил: «Вы не ошиблись? Это действительно древняя транспортная формация?» Голос Ван Чэнь слегка вздрогнул. Он четко понимал, что могло значить неповрежденная древняя формация для всей его секты. Старший брат Ли усмехнулся. Кажется, он собирался что-то сказать, но его выражение внезапно изменилось, нехорошо. Этот собачий потрох собирается его использовать.
Скорее, нужно остановить его. Сказав это, он направил черный свет прямо в Ханли. Он знал, что после активации транспортной формации нужно подождать еще какое-то время, прежде чем ее можно будет использовать. Этого времени бы хватило, чтобы убить любого младшего в несколько раз. Но как только его магическое сокровище выстрелило в пещеру, радужный барьер тут же заблокировал полосу черного света. Старик удивился на мгновение, но тут же пришел в себя. Он злобно крикнул: «Оправился! Все, атакуйте!» Это отродье заложило защитную формацию. Мы должны прорваться сквозь нее как можно быстрее, иначе будет уже слишком поздно. Услышав приказ от старейшины секты, культиваторы дьявольского Да в одно мгновение выстрелили своими магическими инструментами, словно очнувшись ото сна. Даже Ван Чэнь и младшие из братьев Ли атаковали защитную формацию. Возобновляющаяся формация 5 элементов Ханли была упрощенной версией великой формации. Под атакой двух культиваторов стадии формирования ядра и толпы культиваторов стадии заложения фундамента радужный свет барьера сразу же исказился. Барьер выглядел так, как будто вот-вот рухнет. В этот момент Ханли уже встал в центр транспортной формации вместе с кривой душой. Сжав в руке командный медальон и крепко зажмурив глаза, он что-то пробормотал себе под нос, полностью игнорируя атаки культиваторов дьявольского Да. Медальон великого смещения. У этого отребья на самом деле есть этот волшебный инструмент. Старик яростно прорычал, увидев командный медальон в руке Ханли. Он мгновенно создал руками огромное количество черных световых нитей, которые тут же спустились вниз к световому барьеру внизу. Защитная формация издала пронзительный звон, а затем, достигнув своего предела, рухнула, поскольку у Ханли больше не было другого способа защитить себя, и яростная волна атак была готова обрушиться на него. Но в тот самый момент Ханли открыл глаза и мгновенно произнес ледяным тоном одно слово — перемещение. Желтый свет внезапно вспыхнул. В ту же секунду Ханли и кривая душа бесследно исчезли. Волна атак обрушилась в пустоту. Ученики дьявольского Да были ошеломлены. Лица Ван Чэнь и братьев Ли мгновенно изменились. Поскольку у них не было медальон великого смещения, они не смогли преследовать Ханли. Через мгновение желтый свет транспортной формации внезапно исчез. Ярость вспыхнула на лице Ван Чэнь и остальных. Естественно, они знали, что Ханли, который только что использовал транспортную формацию, уже был на другом конце. Даже если бы они нашли медальон великого смещения, они не смогли бы использовать формацию. Однако Ван Чэнь не хотел сдаваться. Будучи молодым мастером секты, он приказал нескольким культиваторам днем и ночью охранять транспортную формацию, чтобы не дать Ханли сбежать, и если он вдруг надумает вернуться. Молодой мастер надеялся, что настанет время, когда он сможет схватить Ханли живым, чтобы должным образом отплатить ему за все те неприятности, которые он ему причинил. Но вскоре после этого дьявольское Да начало следующий шаг в войне, и эта миссия ушла на второй план. Что касается мира культивации Южного Небесного региона, он оставался в смятении еще долгое время. В течение следующих 2 лет был сформирован союз остальными странами, чтобы противостоять дьявольского Да и Альянса Праведного Да, известного как Союз Небесного Да. Это создало третью сверхдержаву в Южном Небесном регионе. 3 сверхдержавы имели почти равную силу и сражались друг с другом. Спустя какое-то время война зашла в тупик. Что касается 6 сект, они в конечном итоге вторглись в союз 9 наций. Они сражались с местными сектами за природные ресурсы, такие как духовые источники жилы и рудники духовных камней, которые давали силы всем культиваторам. Естественно, когда магические войны племени Моулань вторглись в 9 стран, 6 сект отправили культиваторов на борьбу с ними. Хотя они больше не обладали тем же статусом, что и в государстве Юэ. В результате многие культиваторы стадии заложения фундамента и специалисты стадии формирования ядра погибли в битве с магическими солдатами. Именно таким образом и погиб мастер Ханли Ли Хуаюань в напряженной битве, которая произошла более 10 лет назад. Но, напротив, новое поколение культиваторов 6 великих сект быстро созрело. Множество культиваторов стадии заложения фундамента смогли прорваться к стадии формирования ядра. Глава 364. Обособленный остров и огромный корабль. Как же болит голова. Это была первая мысль, которая возникла в голове Ханли после пробуждения. После того, как Ханли и кривая душа начали перемещение, он почувствовал, как огромное давление желтого света охватило его. Но, к счастью, медальон великого смещения быстро активировался, выпустив слабый лазурный свет, в результате чего давление сошло на нет, но он чувствовал, что духовная сила в его теле истощилась.
Однако Хань Ли был готов к этому и ничуть не встревожился. Это изменение, вызванное медальоном Великого Смещения, было описано в древних рукописях. В одно мгновение медальон прекратил поглощать духовную ци, и желтый свет вокруг него исчез. Он и кривая душа оказались в непонятном темном месте. Поскольку было очень темно, Хань Ли не мог четко видеть, что было вокруг него. Но судя по стоящей вокруг тишине, поблизости никого не было. Хань Ли почувствовал облегчение и вышел из формации. Но сделав всего лишь несколько шагов, он внезапно почувствовал головокружение. Его ноги стали ватными, он упал на спину, будучи не в состоянии управлять ими. Хань Ли знал, что телепортация на такое огромное расстояние не прошла без следа. Его нынешний дискомфорт из-за перемещения был вызван его низким уровнем культивации. Однако сейчас времени отдыхать у него не было. Он быстро командовал кривой душой, чтобы тот уничтожил транспортную формацию. Кривая душа тут же достал огромный серебряный меч и разрубил формацию на части. При виде этого Хань Ли смог, наконец, расслабиться. Затем он сел на землю и немного отдохнул, со временем приспособившись к темноте пещеры. У него было смутное ощущение, что эта комната, похоже, была давно заброшена. Мало того, что в ней было темно, в ней также воняло тухлятиной. Он дотронулся до пола и нащупал толстый слой пыли. Благодаря этому Хань Ли смог почувствовать себя более расслабленно. По крайней мере, сейчас он был в безопасности. Спустя какое-то время Хань Ли восстановил свои силы и пришел в себя. Затем Хань Ли достал из своего мешка для хранения лунный камень и осмотрел комнату. Как он и подозревал, это место было каменной пещерой, в которой уже долгое время никого не было. В ней не было ничего необычного, кроме каменной двери напротив него. Хань Ли повернул голову, чтобы еще раз убедиться в том, что транспортная формация была разрушена. Немного поколебавшись, он подошел к двери, а затем попытался открыть ее. К большому удивлению, Хань Ли с трудом смог открыть ее. Это... Хань Ли был удивлен. Перед ним предстала огромная известняковая лестница, у которой не было видно конца. Как и в комнате, на лестнице также был толстенный слой пыли. Было очевидно, что никто не бывал здесь очень давно. Оглянувшись еще раз на комнату позади него, он обнаружил, что каменная комната на самом деле была горной пещерой. Хань Ли задумался на мгновение, а затем, усмехнувшись, слегка покачал головой. Затем он стал медленно подниматься по лестнице вместе с кривой душой, который последовал за ним. Хань Ли долгое время поднимался по лестнице, пока, наконец, завернув за угол, он увидел выход. Огромный горный камень блокировал выход из пещеры. Хань Ли нахмурился и приказал кривой душе: «Разруби его». Хань Ли сделал шаг в сторону. Кривая душа двинулся вперед одним большим шагом, взмахнул огромным серебряным мечом над головой и с легкостью разрубил камень, словно он был сделан из тофу. Солнечный свет и свежий воздух мгновенно проникли в пещеру. Хань Ли глубоко вздохнул. С тех пор, как он был телепортировался сюда, он дышал через раз, не желая чуять этот зловонный запах. Свежий воздух, проникавший снаружи, был спасением от этой удушающей вони. Однако его немного удивило то, что воздух был влажным и соленым. Раньше он никогда не чувствовал, чтобы у воздуха был такой запах. Раздумывая над этим, Хань Ли прошел мимо кривой души и взглянул наружу с глазами, слегка прищурив глаза от палящего солнца. Хань Ли был ошеломлен увиденным. Перед его глазами предстало бесконечное пространство темно-синей воды. Хань Ли забылся на несколько секунд, прежде чем пришел в себя. Неужели это легендарное море? Подумал Хань Ли. Это был неприятный сюрприз. Самые крупные водоемы, которые Хань Ли когда-либо видел, это огромные 100-метровые реки в провинции Лань. Раньше об огромном океане он только в книгах читал, а теперь, когда он увидел его своими глазами, он был в шоке. Посмотрев вверх, Хань Ли опустил голову и стал размышлять о своем местоположении. Через несколько мгновений он пришел в замешательство. Он находился на относительно высокой скале, а подножие скалы омывал океан. Волны огромного океана постоянно ударялись о риф внизу. Поглаживая подбородок, Хань Ли задумался некоторое время. Цвет воды этого океана полностью отличался от описания бесконечного моря, поскольку он представлял собой цвет обычного моря. Казалось, что он был доставлен из южного небесного региона в береговую линию какого-то неизвестного региона. Однако здесь он не мог получить никакую информацию. Будучи за пределами южного небесного региона, он чувствовал себя неуверенным и не мог разобраться в каких-либо знакомых чертах этого места. Думая таким образом, Хань Ли сначала высвободил свое духовное чутье, чтобы осмотреться, нет ли поблизости других культиваторов, вместо того, чтобы сразу влезать на свой магический летающий инструмент.
Спустя время, которое бы понадобилось, чтобы заварить чашку чая, Хань Ли вернул свое духовное чутье. На его лице было странное выражение. Он безмолвно выпустил свою лодку божественного ветра. Вспышкой света он взмыл в небо, не используя никаких приемов маскировки. Оказавшись на высоте сотник метров, в воздухе, Хань Ли завис, разглядывая пейзаж вокруг. Перед ним простирался бескрайний синий цвет. Сверкающий блеск морских волн свет закрывал обзор Хань Ли. Он висел в воздухе над обособленным островом шириной около 6 километров. Что касается утеса, с которого он вылетел из него, это был лишь небольшой выступающий холм. Хань Ли почесал нос и горько улыбнулся. Это было действительно хлопотно. Хотя здесь, казалось, не было никакой опасности, он не мог культивировать на этом острове, поскольку духовная ци этого острова была слишком слабой. Чтобы вырастить духовные травы, ему требовалось место с достаточным количеством духовной ци. В противном случае даже зеленая жидкость будет неэффективной. Хань Ли чувствовал себя невероятно беспомощным. Хань Ли пролетел над островом и обнаружил, что поблизости нет других островов. Кроме того, на этом маленьком острове нет даже живых существ, кроме горных деревьев и мелких змей. Ему ничего не оставалось, кроме как огорченно вздохнуть и вернуться в пещеру. Вернувшись, Хань Ли просто лег спать. Ранее он работал над восстановлением транспортной формации в течение многих дней, без сна и отдыха, это полностью истощило его силы. Обо всех его нынешних проблемах было лучше думать после хорошего отдыха. Под охраной кривой душой он проспал целый день. Проснувшись, Хань Ли снова вышел наружу из пещеры и какое-то время смотрел на море в раздумьях. Затем он спустился с горы в поисках подходящего камня, чтобы заблокировать пещеру. Затем, вместе с кривой душой на борту, он взобрался на свою лодку и полетел в направлении заходящего солнца. Хань Ли решил, что раз на острове с транспортной формацией не было никого, то поблизости должен быть какой-то другой остров или суша. В противном случае, кто бы решился отправиться в открытое море в поисках неизвестного острова, чтобы построить такую дорогую древнюю транспортную форму? Естественно, Хань Ли не знал, в каком направлении ему было нужно лететь. В выбранном направлении он решил лететь несколько дней. Если бы по истечении этого времени он бы не обнаружил следов каких-либо других культиваторов или смертных, он бы вернулся назад и полетал в другом направлении. Хотя этот метод был чрезвычайно неудобным, у него не было другого выбора действий в этом незнакомом море. В любом случае, у него было достаточно много духовых камней в сумке для хранения, так что он мог не волноваться о запасах своей духовной силы. Возможно, удача была на стороне Хань Ли, поскольку уже через полдня он наткнулся на огромный корабль. Хань Ли был в восторге. В конце концов, иметь дело со смертными было гораздо проще, чем с культиваторами, но Хань Ли почувствовал себя немного озадаченным, глядя на огромный корабль. На корпусе корабля не было ни мачты, ни паруса. Корабль толкало около 10 огромных рыб. Хотя у этих рыб были огромные туловища и пасть с острыми зубами, он чувствовал, что они не обладают никакой духовной ци. Так что они не могли быть демоническими зверьми. В противном случае Хань Ли бы не посмел и приблизиться к кораблю. Глава 365. Ван Чанцен. Хань Ли какое-то время издали разглядывал этих огромных рыб, затем дважды пролетел вокруг корабля, прежде чем, наконец, решился подлететь к нему. Люди на корабле заметили Хань Ли. На палубе тут же собралась толпа из нескольких сотен человек. Как только эти люди увидели, что Хань Ли парит в воздухе, они тут же стали кланяться ему в знак почтения и приветствия. Хань Ли был поражен увиденным. В этот самый момент из толпы вышел роскошно одетый мужчина средних лет и что-то нервно проговорил. Он спокойно стоял, как будто он ждал команды Хань Ли. Хань Ли почесал нос и горько рассмеялся. Он не понял ни слова из того, что он сказал. Голова Хань Ли разболелась из-за того, что теперь ему пришлось размышлять над тем, как ему общаться с этими людьми. Видя, что Хань Ли не ответил, мужчина средних лет запаниковал и снова что-то проговорил. Хотя Хань Ли не понимал, что он сказал, он, кажется, понял, что тот имел в виду. Хань Ли нахмурился. Немного обдумав, он заговорил на общем языке Южного Небесного региона. «Есть здесь кто-нибудь, кто понимает меня?» Сказав это, Хань Ли взглянул на толпу. Человек средних лет был в растерянности. Было совершенно очевидно, что он не понимал, что сказал Хань Ли. Другие также были озадачены. Хань Ли глубоко вздохнул и заговорил, используя слова на нескольких других древних языках, используя каждый раз новый. Он изначально изучал эти древние языки, чтобы развить запомнить заклинания, он нисколько не владел ими.
В конце концов, седой мужчина в толпе, казалось, отреагировал на один из языков. Хань Ли очень обрадовался при виде этого и указал на старика. «Старик, ты понимаешь мои слова?» Хань Ли говорил на древнем языке. Поскольку он нечасто использовал этот язык, он не владел им в совершенстве. Когда старик услышал Хань Ли, он какое-то время колебался, а затем ответил на том же древнем языке: «Мен зовут Ван Чансен, и я действительно изучал язык бессмертного клана, когда был молод. У бессмертного есть какие-то указания». Хань Ли слегка улыбнулся, когда увидел, что старик понимает его. Его фигура внезапно вспыхнула, и он появился рядом с стариком, поразив всех вокруг. Хань Ли спокойно проговорил: «Как вы все уже знаете, я не могу говорить на местном языке. Я пролетал здесь случайно, мне нужно только задать вам пару вопросов. Причин для беспокойства нет». Чуть раньше он исследовал лодку своим духовным чутьем и обнаружил, что на корабле были только смертные. Поскольку он там не было культиваторов, ему было ни о чем беспокоиться. Хань Ли не обратил внимания на бормотание старика и мужчины среднего возраста. Вместо этого он пальцем приманил свою лодку к краю корабля. После того, как кривая душа сошел с лодки божественного ветра, лодка быстро сжалась и прилетела в руку Хань Ли. После этого Хань Ли взглянул на них. Хотя смертные на корабле видели это, они не выглядели шокированными и сохраняли свое изначальное благоговейное выражение. Они явно привыкли видеть культиваторов и их трюки. В противном случае вряд ли бы они выглядели такими спокойными. Кроме того, поскольку эти люди, казалось, не были привилегированными, можно было сделать вывод, что культиваторы на этой земле не были тайной, что позволяло им свободно демонстрировать себя смертным. Хань Ли думал об этом с серьезным выражением на лице. В настоящее время старик переводил слова Хань Ли мужчине средних лет. Мужчина средних лет сначала был потрясен, но казалось, что это был приятный сюрприз. Затем он произнес длинную цепочку непонятных слов в сторону Хань Ли с чрезвычайно возбужденным выражением. Хань Ли был в недоумении и вопросительно взглянул на старика. Старик, естественно, понял, что имел в виду Хань Ли. Он быстро дал Хань Ли объяснение: «Великий бессмертный, этот человек, господин Гэу, хозяин этого корабля. Он желает пригласить вас пожить в качестве гостя в своей резиденции на острове Отважных Звезд. Он готов предоставить вам все необходимое для вашей культивации, остров Отважных Звезд». Хань Ли почесал подбородок и дал уклончивый ответ. Увидев, что выражение лица Хань Ли было равнодушным, мужчина средних лет начал говорить еще более пылкую речь. На этот раз на лице мужчины средних лет появилась извиняющаяся улыбка. Хань Ли не нуждался в переводе старика, чтобы понять, почему он хочет пригласить Хань Ли остаться на острове Отважных Звезд. Не дожидаясь, пока старик переведет, Хань Ли прямо махнул рукой и сказал: «Сначала скажите капитану этого корабля, что я новичок на вашей благородной земле и не знаком с местными обычаями. Следовательно, я не могу ни на что соглашаться. Я решу, хочу ли я остаться на его острове Отважных Звезд после того, как мне все объяснят. Кроме того, я в настоящее время не понимаю ваш язык. Надеюсь, он разрешит мне следовать за этим кораблем в течение нескольких дней, чтобы я мог выучить местный язык и несколько местных обычаев». Немедля ни секунды, старик тут же перевел слова Хань Ли. Когда мужчина средних лет услышал Хань Ли, на его лице появилось явное разочарование. Но он с уважением поклонился Хань Ли и громко прокричал людям, которые стояли позади него. Внезапно все на носу загудели, как рой пчел. Дав старику свой ответ, он тоже ушел. Таким образом, только Хань Ли и старик остались на носу корабля. Старик улыбнулся Хань Ли и сказал: «Бессмертный мастер, хозяин Гэу согласился на вашу просьбу. Кроме того, он устроил вам комнату на корабле. Пожалуйста, следуйте за мной». Хань Ли согласился, равнодушно кивнув головой. Таким образом, Хань Ли и кривая душа последовали за стариком Ван Чинцином на корабль. Да, корабль, безусловно, большой. Это была первая мысль Хань Ли, когда он вошел в трюм корабля. У корабля были коридоры во всех направлениях и бесчисленное количество комнат. Любой смертный при виде Хань Ли благоговейно смотрел на него и уступал место Хань Ли. Повернув несколько раз, Хань Ли и кривая душа оказались у сравнительно большой деревянной двери. Ван Чансен без колебаний открыл дверь и шагнул в сторону, позволяя Хань Ли войти первым. Хань Ли, не проявляя ни капли вежливости, вошел в комнату вместе с кривой душой. Осмотревшись в комнате, он нашел, что там было довольно прилично. Мало того, что она была довольно просторной, в ней также было чисто и приятно пахло. Но то, что пробудило любопытство Хань Ли, это маленькое деревце в цветочном горшке в углу комнаты. Дерево было совершенно прямым с треугольными листьями, которые росли отовсюду. Кроме того, все дерево сверкало серебряным светом, словно оно было сделано из чистого серебра.
Ханьли стало очень любопытно. Когда старик увидел изумление Ханьли, он почтительно объяснил ему: кажется, что бессмертный мастер никогда раньше не видел серебряное треугольное дерево. Это дерево действительно большая редкость. Оно не только очень красиво на вид, оно также освежает и очищает воздух, когда он находится внутри. Это редкое сокровище моряков. Только потому, что наш капитан корабля такой властолюбивый человек, что он смог приобрести 4 таких. Ханьли слегка улыбнулся, но молчал. Естественно, он понимал, что к нему пытаются подольститься. Ханьли поставил кривую душу охранять дверь в комнату, а сам сел в кресло. Ван Чансен сдержанно встал рядом с Ханьли, не осмеливаясь присесть. Ханьли улыбнулся, увидев его сдержанность, и любезно сказал: «Господин Ван, нет необходимости быть настолько формальным. Садись, пожалуйста. Есть несколько вещей, которые я хотел бы обсудить с тобой». Ван Чансен несколько раз проговорил, что недостоин такой чести. В ответ Ханьли нахмурил лоб и больше не стал давить на него. Спустя короткое мгновение он прямо сказал: «Я культиватор, который пришел сюда с другой земли. Мне было интересно, может ли господин Ван коротко рассказать мне о близлежащих регионах и их обычаях. Естественно, чем больше ты сможешь рассказать мне о вопросах, связанных с культиваторами, тем лучше. Я непременно отблагодарю тебя». В этот момент выражение лица Ханьли было совершенно спокойным. Ван Чансен задумался на мгновение, прежде чем медленно проговорил: «Поскольку бессмертный мастер прибыл с чужой земли, я должен сначала сказать вам, что это место — море рассеянных звезд. Мы находимся в юго-западном квадранте этой области. 3 великих острова поблизости — остров сказочных звезд, остров отважных звезд и остров поющих звезд. Естественно, есть также много маленьких островов, где живут как смертные, так и культиваторы. У нас те же порядки, что и в других территориальных водах. На каждом острове есть лорд острова, культиватор с величайшей магической силой, который отвечает за защиту острова. Если другие культиваторы желают поселиться на острове на постоянной основе, им каждый год выдается определенное количество духовных камней, но они должны подчиняться приказам лорда острова. Естественно, если кто-то проживает на острове и не желает служить ему, они должны были каждый год выплачивать лорду определенное количество духовных камней, если этот культиватор хочет остаться на острове.